Она скрывает свои чувства. Кто же это? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Мои хорошие, кто-то из вас однозначно связан с формой с армией. Это уже не единожды у нас в раскладах выпадало. В принципе, есть люди военные, да, либо же как-то связаны с этими структурами. Может проиграться, что вы воздушного знака зодиака. Вы человек логичный. Вы, если что-то решаете, это окончательно и бесповоротно. Хоть порой у вас и получается принять решение сквозь какие-то переживания, да, страдания, может быть, даже некоторые. Вы человек, который, знаете, вот вы всегда по жизни руководствуетесь интуицией. По крайней мере, стараетесь это делать. И она вас не один раз спасала из каких-то, вот, может быть, сложных ситуаций, безвыходных ситуаций. И, в общем-то, это правильно то, что вы делаете, да, вот интуиция – это святое. Кто-то из вас, опять-таки, мне показано, что вы имеете некие магические, либо же целительские способности. Вы об этом знаете, скорее это идет у вас даже по роду. Кто-то уже начинает понемножечку помогать людям, да, это не поставлено на поток, но тем не менее, вот может быть близким, друзьям, родственникам, вы пытаетесь какую-то помощь оказывать. Ну, понятно, что в меру своих сил вы не можете делать что-то такое заоблачное, да, какие-то сложные ритуалы, потому что еще у вас нет тех навыков, которые для этого потребуются, но тем не менее помощь вы оказываете. И есть люди, которых вы, может быть, даже каким-то образом спасли. Кому-то здоровье, может быть, поправили, да, кому-то еще какими-то магическими действиями, может быть, помогли. Кому-то, может быть, просто картишки раскинули, да, и сказали вот так-то и так-то делай, да, и это человеку как-то помогло. Давайте как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, вы владеете какой-то магией, да, вот магическими способностями или нет? Если нет, пишите. Так и пишите, в общем-то, что нет. Если вы владеете целительством, либо же чувствуете в себе такие способности, пишите, ребят, будем смотреть, сколько вас. Но то, что очень часто нам показывает сигнификации, что вы глубоко одаренные, да, вот именно по крови, кто-то в вашем роду занимался какими-то вот практиками, либо же магическими, либо целительством, да, может быть, таро кто-то занимался. Поэтому пишите. Далее. Вы человек, который, вот если влюбляется, вы не будете вот лезть на рожон напропалую, да. Вы можете присматриваться к объекту своего такого вожделения, да. Вы можете взвешивать, опять же. Тем более это скорее проиграется, может быть, последние годы, у кого-то последние месяцы. Это после расставания, скорее всего, произошло. То есть, если раньше вы могли бросаться там и в огонь, и в воду, и в медные трубы, так скажем, да, ради женщины, то сейчас вы уже осторожничаете. Кто-то из вас не так давно, может быть, разошелся, либо же вы сейчас, может быть, кто-то находится в процессе развода. Также может еще проиграться, поскольку это общий расклад, я уже с разных сторон вам рассказываю. У кого-то может проиграться, что вы задумываетесь о разводе. Поэтому примеряйте, кому что подходит. Женщин вы любите однозначно аккуратных, ухоженных. Женщин, которой можно гордиться. Вы никогда не будете с неухоженной, с грязнулей какой-то, да, там, такой серой мышкой. Женщина должна быть действительно привлекательная. И что бы мужчины ни говорили, внешность для вас все равно важна. Аккуратность, чистоплотность и, конечно же, внешность. Плюс вы никогда не будете в отношениях с женщиной просто ради развлечения, ради какой-то выгоды. Ну, я имею в виду серьезные отношения, да. Вам нужно такое, знаете, глубокое чувство.
ну, как минимум, симпатия, чтобы вступить в отношения. Но давайте-ка теперь ближе к нашему раскладу и посмотрим, кто же скрывает свои чувства от вас, да? Какая же женщина пришла к нам на расклад? Надеюсь, это женщина, да? Так, мы здесь прикроем все, что не нужно, дабы никого не раздражать на ютубе, да? Ух ты, эта женщина довольно интересная. Смотрите, как проигрывается. Это женщина, которая, в общем-то, вам каким-то образом знакома. Вы с ней пересекаетесь. Мы не будем привязываться. Я не сторонник говорить, что вот она рядом, она на работе, она живет рядом, потому что это общий расклад, и любой адекватный человек это понимает. Я просто попытаюсь вам немножко описать ее. А вы уже будете на себя так примерять, подходит вам это, не подходит, есть в вашем окружении подобная женщина или нет. Но она хорошенькая, однозначно. Может проиграться скорее темноволосая дама, но опять же, ребята, не зацикливаемся, потому что это общий расклад. Она очень миловидная, она такая, знаете... Она такая женщина, на которой точно взгляда становится. И мужчин, и даже женщины ей завидуют, потому что она вот как раз подходит под ваши критерии. Она ухоженная, она симпатичная, она хорошенькая, она статная. Она, скорее всего, моложе вас, но не сильно молодая, это не 20-летняя, не совсем юная девушка. Ну, возьмем так приблизительно 30 плюс, да? Пусть будет от 30 там, ну, до 45. Возьмем разброс такой, потому что, опять же, это общий расклад. Женщина, с которой у кого-то из вас уже мог быть романтик, либо же она вам нравится. Это не дама из будущего, это не гостья из будущего. Каким-то образом вы с ней пересекались. Причем, еще раз повторюсь, могли быть здесь амурные дела. Ну, либо же кто-то просто симпатизирует. Женщина, которая вызывает страсть. Что еще? Смотрите, у кого-то может проиграться, ребят, что у вас даже были, допустим, с ней какие-то амурные дела, да, это мог быть короткий даже роман, у кого-то может быть и не очень короткий, но вы могли с ней расстаться по какой-то причине. Скорее всего, потому что вот либо же вы на тот момент были не свободны, либо же... Ну да, здесь, скорее всего, ну такая любовная трагедия у вас была, поэтому вы, может быть, немножко с ней пороманили, да, просто потому что были в токсичных отношениях. Это была ваша отдушина. А потом сошли на нет ваши любовные встречи, и, в общем-то, женщина вас не забыла. Но скажу, что это проиграется не у всех, ребят. Я уже пытаюсь просто, поскольку это общий расклад, разные ситуации, да, а вы уже под себя берите. Те же из вас, кто, допустим, не ходил ни направо, ни налево, да, вот вы, возможно, даже заметили, вот для себя вы могли отметить эту женщину как хорошенькую, как симпатичную. Давайте еще вот спросим. Каким образом вы с ней можете общаться, пересекаться, чтобы вам была маленькая подсказка? Да, однозначно, здесь может быть у кого-то переписка, может быть, вы уже с ней переписываетесь и строите планы по поводу этой женщины. У кого-то это может быть на уровне флирта, у кого-то даже может проиграться, что уже начинают зарождаться чувства, то есть есть некая симпатия, причем эта симпатия у вас обоюдная. Женщина, которая, знаете, она скрывает свои чувства, но почему? Почему? Давайте посмотрим сейчас сначала тех, кто свободные, да, вот те, которые не были с ней в отношениях, чтобы было вам немножко понятнее. Она почему-то думает, смотрите, если у вас, у кого-то проиграется, что у вас с ней будет, ну, лет 10, там, может быть, да, там большая более-менее разница, она может думать, что вы ее не будете рассматривать как потенциальную даму своего сердца, потому что может быть большая разница в возрасте, да. Может еще проиграться, что, ну, как-то вот она, несмотря на то, что она хорошенькая,
но может немножко комплексовать. Почему? Интересно. Потому что в ее жизни был человек, я просто поясняю, почему вот красивая женщина может комплексовать. В ее жизни был человек, были отношения, который ее, ну, скажем так, грубо говоря, опустил, да. Он что-то такое нехорошее сказал, может быть, по поводу внешности, может быть, по поводу фигуры. И это отложилось у нее, ну, глубоко-глубоко где-то в памяти, да. Поэтому, в общем-то, это касается любого человека. Можно опустить любого, даже самого распрекрасного, и человек начнет со временем как-то вот комплексовать. Поэтому у нее как-то вот, я не знаю, вот она не может надышаться, она думает о вас. Она хочет быть с вами, но она робеет, она особо никак не проявляет свои чувства. Да, она общается, да, вы можете переписываться, но у нее нет такого, вот знаете, рвения, наглости. Она сама переживает, она страдает. Видите, она как будто картины рисует, ну, в мыслях, да, картины вашего будущего. Те, которые были в отношениях, да, давайте вас посмотрим, если это дама, с которой у вас был когда-то роман. Я вам скажу так, хоть вы уже какой-то период с ней не общаетесь, она вас не забыла. И она, вот эта дама, с которой был у вас романтик, она готова мчаться. И вот эта дама, я думаю, она проявится в первую очередь, вот она скорее сделает шаг к вам навстречу. И одиноко, ей плохо, хоть она и симпатичная, она интересная. Она понимает, что вот только с вами она получила, ну, что-то такое, чего ей раньше не додавали мужчины. И, скорее всего, это, знаете, вот, ну, ощущение какой-то, помимо нежности и ласки, ощущение, что ты кому-то нужен. Вот с вами она на тот момент испытывала, ну, такое вселенское счастье, хоть это и был и роман. Знаете, вот когда вы, я просто поясняю для тех, кто романил, ребята, да, я знаю, что такие среди вас есть. Она, знаете, даже на тот момент, когда вы, может быть, ее воспринимали как очередную интрижку, как просто отдушину временную, ну, вы тогда думали, что да, это все временно. Но еще тогда она вас более серьезно воспринимала. Еще тогда она была влюблена в вас, и до сих пор, в общем-то, она к вам неровно дышит. У вас с ней, вероятно, даже может быть встреча, какое-то ее проявление. Даже вот она будет инициатором. Вот она как-то будет больше проявлять активность. Поэтому, ребят, обратите внимание, у кого были какие-то романы. Не удивляйтесь, если появится это ваша давняя зазноба. И если она начнет как-то вот проявляться, написывать, названивать, где-то, может быть, вас там под работой, под карауле, да, ну, она просто устала скрывать свои чувства. Вот она устала. Она как будто вот ломанется, да, вот была не была, будь что будет. Вот получится, так получится, нет, так нет. Давайте-ка посмотрим, я думаю, вам тоже будет интересно, вот чем же все-таки вы так привлекаете женщин, да? Ну, в частности, эту женщину, вот конкретно чем вы ее привлекаете. Сила, надежность. Вы вне конкуренции. Вот есть какая-то у вас черта, у каждого она будет своя, не забываем про общий расклад. Но есть какая-то черта, которая заставляет некоторых женщин трепетать. Есть в вашем окружении еще женщина, но мы не будем сегодня об этом, я просто так вскользь скажу, поскольку мне карты это показали. И женщина, которая давно мечтает выйти за вас замуж. Это совершенно другая женщина. Это будет, может быть, даже чуть постарше, чем та, о которой мы вот только что говорили. Но вот есть у вас какая-то, может быть, харизма, да, может быть, это энергетика. У кого-то это будет, ну, именно, знаете, ощущение скорее надежности. Я уже не раз говорила, женщины чувствуют надежных мужчин. Даже вот по тембру голоса.
по каким-то внутренним таким ощущениям, которые даже вот нереально описать. Вот ты знакомишься с человеком и понимаешь, что да, это сильный мужчина, за ним можно быть как за каменной стеной, он добытчик, он надежный и так далее. Поэтому вы, ребята, источаете вот некую такую внутреннюю силу, от которой женщины млеют. Но другое дело, что не все женщины, которые млеют от вас, заставляют ваше сердечко трепетать. Вот в чем весь парадокс, да, и вот здесь как раз и может быть засада. Да, желающие есть, вот даже замуж выскочить, есть такие дамы. У кого-то это даже не одна может проиграться. Но, тем не менее, держите ухо востро, да, чтобы, ну, не появилась дамочка, которая какими-то сладкими речами сможет вас охмурить, да, потому что бывают разные женщины. Охмурит, влюбит, покажет высший пилотаж там где-то в интиме, да, и вы уже поведетесь. Тоже это может у кого-то проиграться. Поэтому, ну, чтобы резюмировать, ребят, в общем-то, женщина в вашем окружении, ну, о которой мы сегодня говорили, да, она есть. Опять же, у кого-то переписка, у кого-то в жизни вы пересекаетесь, вы как-то общаетесь, но она особо не показывает. У кого-то это прежняя любовница, да, которая до сих пор скрывает чувства, но проявится. Поэтому решать уже вам. Вот решать, будете вы с ней или нет. А давайте-ка все-таки посмотрим. Вот я думаю, будет и вам интересно, если вы, несмотря ни на что, попробуете, да, вот с головой окунуться, может быть, все-таки встрепенется и ваше сердечко. Что у вас получится? Я не скажу, что это будут отношения, которые вас поглотят. Особенно это проиграется, если проявится ваша любовница, потому что, ну, много чего прошло уже, да, и те страсти, даже симпатия, которая у вас, может быть, была на тот момент, но оно как-то поулеглось. Это у нее чувства, да, у этой вашей бывшей зазнобы до сих пор пылают и горят. И, в общем-то, у вас может быть жаркий интим, если вы того захотите. Но сказать, что вы влюбитесь в свою прежнюю зазнобу, бывшую любовницу, я имею в виду, я сейчас не про жену, ребят, не путайте. Ну, здесь вряд ли, здесь очень-очень вряд ли. Пороманить вы можете, но это будет как-то... Но это будет не то, это будет не от души, это не с чувствами. А вы знаете, что даже какие-то амурные постельные дела. Одно дело, когда ты любишь человека, другое дело, когда это просто какая-то любовница, да, когда это все на автомате, это без души, это все не то. Поэтому вот именно про любовницу мне не очень нравится. Давайте посмотрим та, которая обитает где-то вокруг вас, либо же в переписке, да, вот что у вас может произойти с ней. Ну, получится ли у вас все, да? Ой, это тоже активная, знаете... Вот с этой мне больше нравится. Все-таки дама, с которой у вас не было никаких романов, но она где-то вокруг вас, да, вот вы как-то пересекаетесь, общаетесь. Здесь тоже она живчик, здесь будет тоже бобик визжать от счастья. Здесь могут быть очень активные страстные отношения, причем она будет готова отбиваться от всех соперниц, которые вдруг появятся на ее пути. Вот она точно вцепится в вас зубами и никогда вас не отпустит. Но если вы согласитесь, если вы заметите эту женщину, да, вот здесь будут очень стремительно развиваться отношения. Здесь могут быть поездки даже куда-то. И, в общем-то, вы поменяете статус одинокого мужчины очень-очень быстро. Здесь идет абсолютный конец вашего одиночества, если вы пойдете в эти отношения с новой женщиной. Ну, как новой? Относительно новой, потому что вы где-то пересекаетесь. Но это не про любовницу, ребят. Я уже вам вроде бы так истолковала, да, что будет, если вы с любовницей свяжетесь, ну, то есть ничего хорошего. А что будет, если вы вот с этой дамой, которая где-то там пытается вас потихонечку брать в осаду? Вот здесь у вас может быть все чики-пики. Ну, мои хорошие, вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями.
И всем пока!